Здравствуйте! Сегодня в рамках этого ролика я хотел бы показать 3 альбома, выпущенных Народным банком Польши для коллекционеров. 3 альбома с банкнотами. Альбомы разного периода времени и разные по своей сути, но вот хотел бы их показать и обсудить. Первый альбом, вот, как ни странно, выглядит вот так вот, совсем невзрачно, непонятно. Пока вторые, наверное, и второй, и третий более известные, и, наверное, у большинства или из вас, или у кого-то из вас точно в коллекциях есть. Вот они. Почему вот именно в таком формате, почему именно эти 3 альбома? Потому что они, хотя и выпущены в рамках одной страной, да, в рамках одной страны, но подходы совершенно разные. Первый альбом выпущен в 1974 году и представляет из себя подборку линейки банкнот, то есть репринтов банкнот, выполненных на оригинальной бумаге с водяным знаком, с оригинальных клише. Второй набор банкнот, вот этот альбом, это банкноты, которые были подготовлены к выпуску, но никогда не были выпущены в обращении, которые, соответственно, банк тоже реализовал для коллекционеров. И третий, это самая такая, наверное, известная и вожделенная тема, когда банк реализует банкноты, которые были в обращении, остались в запасниках, в хранилищах банка, и после вывода из обращения собираются в альбомы и реализуются для заинтересованных лиц. Вот. Конечно, мне сильно импонирует такой подход вот со стороны Центрального банка, по большому счету любой страны, по отношению к заинтересованным лицам, коллекционерам, если вот такие вещи осуществляются, так как здесь все получается, все 3 варианта возможные в рамках одной страны. Вот хотел бы это все показать. Давайте по порядку. Это пока отложим, это тоже. Давайте первый, самый такой советский еще выпуск. На самом деле в Польше были и другие выпуски. У меня не было цели все собрать, конечно. Ну, по-хорошему, наверное, можно было бы. Тоже в 70-х годах они выпускали еще несколько таких подборочек, маленьких альбомов. Это маленький альбом, выпущенный в 1974 году по случаю 30-й годовщины выпуска военного в 1944 году. Ну, как они пишут здесь, первого послевоенного выпуска банкнот. Вот написано, что альбом представляет из собой полный набор первых польских послевоенных банкнот, репринтов с оригинальных клише, ну, которые были использованы тогда, когда печатались эти банкноты непосредственно в стране. Весь текст здесь, пожалуйста, он виден. Здесь единственная ошибка, я тоже обнаружил случайно абсолютно, что они здесь один номинал пропустили. На польском языке здесь есть 100 злотых, а здесь пропущено. Ну так, техническая ошибка. Видите, кармашки еще в 70-х годах делали разного размера. На самом деле здесь этот пластик, конечно, сильно сомнителен даже для такой сувенирной продукции, поэтому я их храню отдельно в отдельном альбоме. Здесь смотреть особо нечего. Такой вот альбом, так вот это было оформлено в 1974 году, в 1974 году. И вот как это выглядит у меня в альбоме. Вот, соответственно, эта линейка. Это оригинальные банкноты. У меня есть несколько номиналов, абсолютно, в принципе, случайно ко мне попавших. Я их даже, видите, здесь пометы эти не убирал, даже карандашные старых коллекционеров. Они улучшенные, ничего, вот как было, так и было. Вот то, что есть, у меня лежит рядом. А здесь, как вы видите, на каждой банкноте сверху, ну не банкноте, на сувенирной продукции, вот на такой, сверху написано, что эмиссия, памятная эмиссия, памятный выпуск, наверное, правильно, напечатанный в 1974 году с оригинальных клише. 50 грошей, 1, 2, 5 злотых. Здесь у меня опять не очень, мягко говоря, не очень в коллекционном состоянии оригинальные банкноты. Дальше 10, 20, 50 злотых. Видите, они у нас на бумаге с водяными знаками. И 100 и 500 злотых. Вот это все, что было в этом альбоме. Единственный момент, что вот здесь тоже, наверное, можно увидеть бумагу с водяными знаками. Насколько я знаю, здесь номера сразу напечатаны, их не нумеровали. Здесь во всех альбомах банкноты с одинаковыми, соответственно, каждый номинал со своим номером. Но это, наверное, для этих целей не особо важно. Вот, это вот первый вариант выпуска сувенирной продукции для коллекционеров.
памятный, сувенирный. Потом вот ситуация, когда банк готовит к выпуску эмиссию какой-то, но по каким-то причинам не выпускает ее. Это как, например, было бы очень здорово, если бы вдруг Центральный банк Республики Беларусь когда-нибудь взял и выпустил какой-то 94-й год, если я не ошибаюсь, да, вот этот вот выпуск, который в образцах сейчас доступен коллекционерам. Был просто потрясающий. Не знаю, дождемся мы. Сохранили они его вообще или нет, я не знаю. Ну, неважно. В каждой стране такие истории бывают, когда что-то готовится, но не выпускается в обращение. Здесь я, наверное, сильно подробно не буду рассказывать и по каждой банкноте, на каждой банкноте останавливаться. Единственный момент хочу сказать, что до выпуска этого альбома, насколько я видел, эти же банкноты, этот же сет, он был доступен в варианте с надпечаткой неплатежной или что-то такое, такая большая красная надпечатка была наискосок. А впоследствии, вот видите, в рамках альбома выпустили просто оригинальные банкноты без каких-либо надпечаток и перфораций. Это очень круто, конечно. Здесь видите серия А и даже какие-то такие сюрпризы в плане нумерации. 4 восьмерки у меня подряд в номере. Ну, это просто совпадение какое-то. Тоже серия А. Здесь каждая банкнота посвящена одному городу отдельному. Эта серия так и называлась, города Польши. Вот у нас Варшава, например. Это 90-й год, все. Тоже серия А. Опять Гданьск, серия А. Ну, и так далее. Не буду сильно останавливаться. На самом деле, такой, насколько я понимаю, до сих пор достаточно доступный для заинтересованных лиц. Вроцлав, альбом. Познань, 100 злотых, 200 злотых, Краков. Ну, здесь вот серия D, видите, не везде серия А. И последний, самый большой номинал, 500 злотых. Тоже серия А. Вот такой вот альбомчик. Очень круто. Очень такое достойное оформление. С такой дополнительной полосочкой еще бумажной. И давайте посмотрим следующий момент. Следующий, наверное, наиболее вожделенная для всех коллекционеров ситуация. Ну, не всегда случающаяся, не всегда реализуемая, когда в хранилищах Центрального банка остаются банкноты, которые были в обращении. И через какое-то время банк принимает решение о том, что можно их каким-то образом оформить и тоже реализовать для коллекционеров. И вот что было сделано, собственно, в Польше по банкнотам эмиссии с советских времен до текущей серии банкнот, до 96 года. Вот такой альбом был выпущен. Я не помню точный год, по-моему, это было где-то в середине 10-х годов, ну, условно, в 2015 году плюс-минус. Может быть, кто-то уточнит. И, насколько я помню, на тот момент, когда стало известно о том, что такой альбом выйдет, это вызвало некоторую сумятицу в рядах. И сумятицу, с одной стороны, с другой стороны, ажиотаж в рядах коллекционеров Польши, потому что здесь есть целый ряд банкнот, достаточно редких, дорогих, которые на тот момент были дорогими, какими-то там, ну, не уникальными, но достаточно редкими. И тут раз, и Центральный банк выпускает альбом достаточно большим тиражом. Кстати, тираж я тоже не помню, не знаю, здесь, по-моему, нигде не написано. Который, соответственно, обрушивает цены на эти банкноты. Я не знаю, сейчас цены восстановились или нет, не отслеживаю эту историю, но на тот момент было так. Вот. Здесь у нас вся польская гиперинфляция начала 90-х годов. 90-е годы, видите, 50 тысяч, 100 тысяч злотых. Второй вариант 100 тысяч злотых, 93-й 200 тысяч злотых, 500, миллион, 2 миллиона. Здесь я даже для себя когда-то еще, когда смотрел, рассматривал. Здесь два варианта банкноты 92-го года. Одна была с ошибкой. Вот здесь вот, по-моему, да, вот здесь вот в этом слове
неправильно была ошибка, и, соответственно, ее исправляли. По-моему, одна из этих банкнот была как раз одной из тех редкостей достаточно больших. То, о чем я рассказал. Ну и вот 93-го года 2 миллиона злотых, извините, завершает этот альбом. Вот такой вот альбом. Так вот реализуется бонистическая продукция. В некоторых случаях, которые, наверное, мы, не знаю, дождемся когда-нибудь или не дождемся. Вот. Собственно, то, о чем я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, что было интересно. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.